Вы на канале Сказки-рассказки. Здравствуйте, дорогие ребята! Послушайте сказку, которая называется «Капля воды». Вы, конечно, видали увеличительное стекло, круглое, выпуклое, через которое все вещи кажутся во 100 раз больше, чем они на самом деле. Если через него поглядеть на каплю воды, взятую где-нибудь из пруда, то увидишь целые тысячи диковинных зверюшек, которые вообще никогда не видно в воде, хотя они там, конечно, есть. Смотришь на каплю такой воды, а перед тобой не дать не взять целая тарелка живых креветок, которые прыгают, копошатся, хлопочут, откусывают друг у друга то переднюю ножку, то заднюю, то тут уголок, то там кончик, и при этом радуются и веселятся по-своему. Жил-был один старик, которого все звали Капун-хлопотун. Такое уж у него было имя. Он вечно копался и хлопотал над всякой вещью, желая извлечь из нее все, что только вообще можно было. А нельзя было достигнуть этого простым путем, прибегал к колдовству. Вот сидит он раз, досмотрит через увеличительное стекло на каплю воды, взятой прямо из лужи. Батюшки мои, как эти зверюшки копошились и хлопотали тут. Их было тысячи, и все они прыгали, скакали, кусались, щипались и пожирали друг друга. «Но ведь это отвратительно!» – вскричал старый Капун-хлопотун. «Нельзя ли их как-нибудь умиротворить? Вести у них порядок, чтобы всякий знал свое место и свои права?» Думал старик, и все ничего придумать не мог. Пришлось прибегнуть к колдовству. Думал старик. Надо их окрасить, чтобы они больше бросались в глаза, сказал он, и чуть капнул на них какую-то жидкостью вроде красного вина. Но это было не вино, а ведьмина кровь самого первого сорта. Все диковинные зверюшки вдруг приняли красноватый оттенок, и каплю воды можно было теперь принять за целый город, кишевший голыми дикарями. «Что у тебя тут?» – спросил старика другой колдун. «Без имени». Этим-то он как раз и отличался. «А вот угадай», – отозвался Капун-хлопотун. «Угадаешь, я подарю тебе эту штуку. Но угадать не так-то легко, если не знаешь, в чем дело». Колдун без имени поглядел в увеличительное стекло. Право, перед ним был целый город, кишевший людьми. Но все они бегали нагишом. Ужас, что такое? А еще ужаснее было то, что они немилосердно толкались, щипались, кусались и рвали друг друга в клочья. Кто был внизу, непременно выбивался наверх. Кто был наверху, попадал вниз. «Гляди, вон у того нога длиннее моей, дало ее, а вот у этого крошечная шишка за ухом, крошечная, невинная шишка, но ему от нее больно, так пусть будет еще больнее». И они кусали беднягу, рвали на части и пожирали за то, что у него была крошечная шишка. Смотрят, кто-нибудь сидит себе смирно, как краснодевица, никого не трогает, лишь бы его не трогали. Так нет, давай его тормошить, таскать и теребить, пока от него не останется и следа. «Ужасно забавно», — сказал колдун без имени. «Ну а что такое, по-твоему, можешь угадать?» — спросил Капун-хлопотун. «Тут и угадывать нечего, сразу видно», — отвечал тот. «Это Копенгаген или другой какой-нибудь большой город. Они все ведь похожи один на другой. Это большой город». «Это капля воды из лужи», — промолвил Капун-хлопотун. Вот и все. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки.